Я впервые узнала о том, в какой жестокости живет моя страна, о том, как мы ведем себя с поляками, финнами и другими народами, живущими с нами бок о бок. Он проснулся, я ему рассказала, что сейчас нас бомбят. Только ты не бойся, мы сейчас что-то придумаем. Что, не могли встать и постоять за себя? Так прям страшно было, что ли? Хотелось бы верить, что я бы в Москве также бы смело так говорила с тобой, но я сомневаюсь в себе. Каждый день человек сталкивается, с самим собой и совершает поступок. Да, Мария Певчих умеет извиняться. Маш, поклон. И отказываешься играть плохих русских. Я стала кричать в трубку: «Боже, Боже, какая удача, какая удача!» И они вдруг так строго мне сказали: «Нет, Маш, это не удача, это твои 7 лет работы». Как будто просто нас взяли с Милой за руку и сказали: «Да, девчонки, мы вам поможем, эта история должна быть услышана». Девочки, мы в Австрии, и вы сестры. А как вы это выяснили вообще? У меня было мое, так скажем, наследство. Наследство – это дневник моей прапрабабушки Мили Зеленской. Это важная деталь в этой истории. Миля Зеленская. Миля Зеленская – это важная деталь. Дневник с 15-го года он у меня был в руках, и это был такой длинный путь. Это бабушка и дедушка. Женя и Миля. Женя и Миля Зеленские. Там есть даже подпись оригинальная. Поверни и прочти вслух. Никогда не разлюби всей душою любящую тебя, Милю. Боже мой. Какой год? 1897 год, 9 марта, Кишинев. Кто они такие вообще? Вот Ребята, значит, это были молодые совершенно ребята. Женя был из очень такой обеспеченной семьи, отец у него был адвокат. Парень был образованный, знал несколько языков. Слишком много прочел книг, узнал, как живет царская Россия, узнал все про коррупцию в царской России. И решил заняться распропагандированием, как он это называл, рабочих, и простых людей. Раскрывал коррупционные схемы российской, так сказать, империи. За что был повязан. Арестован. Да, неоднократно. И сидел в Петропавловке, был сослан в Кишинев. Ему на тот момент был 21 год. А там девушка, и тоже из хорошей семьи такая, ей 19 лет. Она закончила женскую гимназию, где ее обучили исключительно штопать носочки, шить белье, делать реверансы. Про историю России она особенно ничего не знала и пошла работать в типографию, куда, собственно, и зашел этот политически ссыльный из Харькова и кинул ей на стол возрождение революционизма в России. И она села, значит, открыла, начала это читать. И ничего не понимая вообще, о чем пишет человек, начала просто исправлять кучу грамматических и пунктуационных ошибок. Зашел этот молодой человек, вернулся, сказал: ну что, вы прочли, будете ли печатать? Увидел, что вся его рукопись, так сказать, исправлена. Произошел скандал. Он, значит, закричал: я не просил вас поправлять меня. Она сказала: значит, пишите так, чтобы люди понимали. А мы это все знаем откуда? Мы знаем это из дневника непосредственно Мили, нашей прапрабабушки. Больше того, дед был таким серьезным оппонентом Ленина, и они встречались и в Женеве, когда там несколько раз у деда получалось бежать. И Ленин пишет про нашего дедушку, он писал под псевдонимом Надеждин,
Я знаю, Да, сейчас вы так будете это вообще- смеяться. Ну, он был известен под псевдонимом Надеждин. Евгений Зеленский Был известен под псевдонимом Надеждин. И все свои главные труды «Возрождение революционизма в России», «Канун революции», я их все нашла в Ленинской библиотеке. И Ленин пишет, что делать в своей работе, полемизирует с Зеленским Надеждиным. Ну, дед был такой революционер-одиночка. У него был типа свой журнал «Свобода», но этот журнал «Свобода» состоял из него одного. А бабушка просто исправляла ошибки. Ну и все, и эта молодая девчонка, 19-летняя, естественно, влюбилась в этого хама. И у них случилась любовь, они еще даже не поженились. И она от Жени начала узнавать, как по-настоящему живет ее страна. И дальше цитата. «Я впервые узнала о том, в какой жестокости живет моя страна, о том, как мы ведем себя с поляками, финнами и другими народами, живущими с нами бок о бок». Дальше любовь, параллельно этому обыски. Женю забирают, пытают, со всеми вытекающими, в принципе, как бы ничего необычного, наверное, как-то не так необычно звучит. История о том, что Владимир Машков – это наш родственник, это наша фамильная легенда была. У нас была бабушка Надя, я про нее рассказывала тебе. Она как-то говорит: ой, ты знаешь, вот это когда-то Вова Машков так хорошо на гитаре играл. Я говорю: какой Вова Машков? Ну, Вова, племянник. А мне было тогда, лет 12, наверное. Я так как-то еще не родись красивая тогда было. Думаю, да не может быть. Не может такого быть. Бабушки уже старенькие были. Я думала, это какой-то бред. Фамилия у них Зеленские у всех. По маминой линии у меня родня все Зеленские. Давай сразу, чтобы все вопросы снять. С Владимиром Зеленским вас что-то связывает? Нет. Нет, все. Это отдельный Зеленский, это отдельный Нет. Зеленский. Хорошо. И как-то эта история замялась. Я просто знала информацию, что у нас еще там есть прадед-скульптор Зеленский. В котором, кстати, скульптура на Баррикадной у нас стоит. Я не знала про Милю Зеленскую, про Евгения Зеленского, вот дальше. Я знала, что у меня прадед Дмитрий Евгеньевич Зеленский. А дальше вот выше я не знала. Зеленский читал вслух. Иногда декламирует. У него был красивый баритон, очень выразительное лицо. Тут я узнала о декабристах, 80-никах, о том, что царя Александра II убили не преступники, а люди, готовые на смерть, чтобы добиться лучшей доли для рабочих, крестьян, живших после их раскрепощения в еще большей нужде. Этот дневник хранился много-много лет у моего дяди в Новокузнецке, у дяди Виталия. В советские времена он прятался в жестянку, обертывался клеенкой, закапывался в дальнем углу сада. Это не сказка, все Это не сказка, это действительно был такой сознательно забытый в советские времена герой. Одиночка, революционер Женя Зеленский. Необходимо научиться не только обдумывать, но и уметь излагать свои мысли. Как вы станете делиться своими знаниями с другими, если не будете уметь говорить просто, ясно, понятно? А это достигается практикой. Может, чаю? А дал дневник мне мой отец в 2015 году. Ты читала его тогда? Да, конечно. Я всю ночь не спала. Я прочла и прибежала к папе и спросила: ты вообще читал, что ты мне дал? А он читал? Мне кажется, он так просмотрел. Когда в 2015 году я прочла дневник первый раз, я сразу поняла, что это моя соломинка. И достаточно быстро был написан сценарий полного метра. Для меня это был такой фильм в энергии болотной. Я хотела, чтобы это был такой а-ля Ларс фон Триер, очень-очень молодые люди, но по понятным теперь уже причинам
В России этот проект не состоялся, и для меня была серьезная травма, потому что я 3 года работала, мы работали вместе с моим мужем, который, собственно, написал сценарий. Из библиотеки имени Ленина я вытащила и «Возрождение революционизма в России», проштудировала вот такой талмуд, собственно, моего деда Зеленского Надеждина, который написал, и «Канун революции», который потоньше, но тоже непростое такое чтиво. Собственно, дневник был отложен. Ты просто тупо денег не нашла. Нет, я нашла, был даже заказ, но по какой-то причине канал, который должен был снимать сериал в России, были уже написаны 6 серий, хотя мне «Полный метр» больше нравится, и там это, конечно, был такой артхаус, а это, как бы сериал. Там была такая сложная, запутанная история, не хочу сейчас вдаваться, подробно рассказывать. В общем, по какой-то причине этот сериал не случился в России. Это был 2017-18 год уже. То есть по какой-то причине сериал про революционеров на Госканале в России не случился. Я поэтому и говорю, в тот момент, да, потому что был слух, что на этот канал в тот момент пришел человек, который будет творить на канале революцию. Это будет такой новый канал интересный, честный. Революция, в общем, запрещенная в России слово. Революционеры из Харькова, надо сказать. То есть сейчас по понятным, да. Почему в 2017 году про революционеры из Харькова на российском телевидении не хотели видеть сериал, я сейчас понимаю. Тогда не понимала? До конца нет. Маш, ты даешь. Мне казалось, что все равно что-то можно. Я полагаю, как и многим в тот момент в России казалось, что перемены близко. В лучшую сторону. Но, во всяком случае, среди моего окружения такие были настроения. Монтажный стык, начинается полномасштабное вторжение России в Украину. Я хватаю этот дневник просто для того, чтобы, может быть, найти ответы там на какие-то вопросы, заново перечитать. И вот все, что мне было прежде не до конца понятно в этом дневнике, все стало на свои места. И я принимаю решение делать моноспектакль. Нахожу классную команду и встаю перед такой задачей найти вот эту Милю из дневника в реальной жизни. Я обращаюсь к бабке своей, говорю: бабка, подай мне сигнал, вообще тебе это надо или не надо, чтобы я это сделала, вот это вот ворошила все. И мне приходит письмо. Все-таки с нами люди оттуда уже общаются, как положено в 21 веке, через Инстаграм. И мне приходит письмо от девушки по имени Мила, которая пишет: пожалуйста. Это Мила Зеленская. Это я. Я прихожу домой. По-моему, я уже тогда работала. Что-то я залезла в YouTube смотреть какие-то программы, и там, естественно... Это ты в Вене уже? Здесь, в Австрии, да, уже. Смотрю, какая-то программа выскочила про Владимира Машкова, про Россию, про нашего украинского канала. И там такая информация. Между прочим, у Владимира Машкова бабушку звали Надежда Зеленская. И у меня сразу в голове возник вопрос, может и правда, может не миф. Я думаю, пойду поищу в интернете. Вбила просто Владимир Машков, бабушка, что-то, какие-то запросы. Меня вывело на какую-то статью какого-то исследователя, который изучал корни твоего папы, там что-то такое. Там была фотография в этой статье, которая в оригинале у тебя есть, Мили и Евгения Зеленских. И я смотрю на эту Милю, я понимаю, что она очень похожа на мою родню, очень, лицо похоже, на маму похоже, на бабушку, на дедушку, всех вот этих Зеленских. Мне как родное что-то показалось. Я маме отправила. Говорит, может быть. Я дальше, я уже вбиваю Мелания Севрук Зеленская, Севрук девичья фамилия. И мне выбивает тоже, есть сайт, который, генеалогическое дерево там, и там наш прадед, мой Дмитрий Евгеньевич Зеленский, Надежда Евгеньевна Зеленская и Алексей Евгеньевич Зеленский. То есть трое детей Мили. Я сразу думаю, надо Маше писать. Не знаю, ответит она, не ответит, мы же не знакомые. И в этот момент сижу, жду сигнала. Я не знала. Сижу, я посмотрела интервью Евгении Карамурзы, твое, потому что, это действительно такая героиня, которая была рядом с мужем революционером.
И на меня очень большое впечатление произвело это интервью. И мне казалось, что вот Евгения – это, наверное, Миля в 21 веке. То есть мне казалось, что я нашла. И вдруг письмо. Здравствуйте, Маша. Спасибо вам за поддержку нашей страны. Походу, мы с вами родственники. И скриншот я прикрепила, обвела. Вот Дмитрий Евгеньевич Зеленский, как бы получается. Я же сижу, жду. Я не думаю, может, вы не увидите. Может, вы этого не увидите, я написала. Может, вы этого не прочитаете. Там, все равно спасибо. И Маша пишет. У меня высвечивается, Мария Машкова пишет. Я сижу, у меня начинают руки трястись. Она так долго писала, и мне так страшно было. Думаю, сейчас пошлют меня нафиг. Но меня просто сильно впечатлило, что написала Мила. А я не знала. Я думаю, как бы, чтобы бабушка решила, что я... Вас никогда не говорили о том, что у вас есть где-то какие-то родственники? В Украине, тем более в Украине, никогда. То есть я думала, что, в принципе, по линии матери я много всего знаю, а по стороне отца я всегда пыталась выяснить, но дальше бабушки Наташи и дедушки Лёвы, которых я тоже практически не застала. Дедушку я видела один раз. А это который в кукольном театре? В кукольном театре. От бабушки у меня до сих пор сохранились ее телеграммы, когда я только родилась. Она с детства была очень мне близким человеком, хотя я ее никогда не видела, потому что меня так потрясла информация, что я только родилась, и она написала мне телеграмму как отдельному человеку и поздравила меня с приходом в эту жизнь. Это как нужно относиться вообще к человеку, как к отдельному существу, которого можно уже в 0 дней поздравить и пожелать, чтобы ему здесь было интересно. Вот. Ну а дальше я как бы никак не могла ничего выяснить. Вот. Поэтому мне казалось, что я фактически как бы, одна. Мы с тобой очень многих людей в этом интервью не упоминаем и не будем упоминать. Кого-то мы называем другими именами. Мы не говорим о твоем отце, потому что, в общем, все уже сказано, и говорить новое – это множить хайп. Но не боишься ли ты, что этот спектакль, выход и публикация этого дневника и вообще вся твоя деятельность каким-то образом повлияет на его деятельность в Москве так, как его деятельность влияет и рикошетит по тебе? А я про это не думаю больше. Мы совершили разный выбор. И, безусловно, так или иначе, и меня сильно рикошетит каждый его шаг новый, который для меня все страшнее. Но, честно говоря, мне кажется, сейчас там так все закрыто в России. Я не думаю, что это как-то повлияет. Мой какой-то маленький моноспектакль. Нет, не думаю. Хотя мне бы хотелось, чтобы он его посмотрел. В текущих обстоятельствах я не могла бы вернуться в Россию помимо тюрьмы или ссылки. Надеяться на приезд Евгения в Россию не приходится, если бы для такой поездки ему хватило сил сделать бы это, мог нелегально. Значит, не то, что жить вместе. Встречаться нам было бы затруднительно. Значит, мы расстались навсегда? Что мы отдавали от себя этой жизни? После вот этого письма, которое я получила от Милы, я сразу доверилась, при том, что никто не знал про этот дневник, то есть я так не пересылала, я не знаю, по какой причине вообще я так доверилась девушке, мне незнакомой. Я тут же дала прочесть дневник, и Мила так отреагировала и сказала, что ей это необходимо. Ей необходимо, чтобы я рассказала историю ее семьи, что ей будет это важно, что надо сделать книжку. Мы хотим, чтобы дневник бабушки про политического ссыльного из Харькова Евгения Зеленского, чтобы эта книга появилась на украинском языке. Мне пишут очень много, спрашивают, когда будет в Украине. Понятно, что она должна там появиться на украинском. Когда Маша мне написала первый раз я не знала ни про дневник, ни про Меланию, толком ничего не знала. Она Мелания, да, у нее полное имя? Мелания. Я перечитывала несколько раз ее сообщения в Инстаграме. Подожди, какой революционер? О чем? Что вообще? И потом в процессе мы уже общались. Маша предложила мне выслать краткий
Мы не были знакомы близко, поэтому я не решилась. Ну, конечно, не оригинал, но просто основные части, выдержку такую, ознакомиться. И я сидела, я просто была в большом шоке. Во-первых, что Маша нашлась, во-вторых, что у меня вот такая вот родня, оказывается, революционеры, и такая бабушка была И у меня много было эмоций. Я поняла, что это наша семейная какая-то уже реликвия, история, и мы должны из этого извлечь еще сейчас вот даже что-то, какие-то выводы сделать. И поэтому я Машу поддержала очень сильно. Сейчас ваша вторая, правильно, встреча? Как вы впервые встретились? Я уже приняла решение делать спектакль. Премьера была назначена в городе, где, собственно, эта история началась, где встретились Миля и Евгений, где Миля, наша бабушка, родилась. Я нашла гимназию, я нашла городской сад, где они встречались. То есть вот все, что там написано в дневнике, там действительно были мурашки. И Мила согласилась со мной поехать. Причем я, честно говоря, волновалась, как отнесется Украина к тому, что Мила вообще поехала и взяла меня за руку в этом деле. И это была пересадка где, ты помнишь? Варшава. У нас была пересадка в Варшаве, я ехала из Америки, Мила, соответственно, из Вены. И я так волновалась. Боялась, конечно, в первую очередь из-за того, что не произойдет ничего, что я встречу совершенно чужого человека. Так по факту и есть. Мы чужие люди, мы вообще ничего друг от друга не знали. И я думала, я ей не заплачу, наверное. То есть, хотелось бы, чтобы классный человек оказался, потому что мы за это время, за эти месяцы, правда, сблизились. Но у нас была как будто такие отношения по смс-кам. Мы даже Роман. то есть фактически роман. И он так очень, очень медленно развивался. И, конечно, я волновалась, и мы так быстро с ней встретились. Привет, как-то так обнялись, ничего не произошло, никакого катарсиса я не испытала. И мы сели в разные концы самолета, и я посмотрела в окно, и эмоции ко мне пришли прям в очень таком большом объеме, просто так достаточно прозаично, в самолете, в конце, просто сидя, почему-то смотря в окно. Я точно так же. У меня была, во-первых, паника, что мы опаздываем на самолет. Я искала их долго. Варшавский аэропорт такой большой. И я бегу к Маше, да, и у меня тоже не было такого, что я сейчас буду рыдать. Мы два абсолютно, на тот момент еще таких чужих человека. Мы-то общались, да, но мы первый раз увиделись. И тоже только в самолете я сижу, мы приземлялись уже к Кишиневу, и меня накрывает. Я понимаю, что куда мы летим, что мы сейчас будем делать, что тут наша родня. И что из окна еще видна Украина, когда ты летишь. Это же все очень конечно, близко. Одесса. Я уехала 3 марта 22 года из Харькова. Меня посадил мой шеф на поезд с ребенком, с вот этой сумкой спортивной. Харьков уже бомбили? Да, уже авиаудары были сильные, мы слышали это все, и у него нервы не выдержали. И он говорит: нет, я вас вывожу, сестру вывожу, всех сажаю на поезд, вы уезжаете, я не могу. Он нас вывез, сам одел бронежилеты и возил волонтерил на Салтовку. Мы сели в эвакуационный поезд с кучей людей, сидели на полу, потому что не было места. Сидели там 2 людей из Харькова, и тоже куда-то выезжали, семья с 2 детками, и мы у них в ногах поместились, потому что тут индуска была, студентка, она вот так вот на меня голову клала. Просто все сидели, выезжали, как могли. Мужчины выбрасывали иностранных студентов, потому что детям не хватало места. Была паника, все хотели выехать. Мы ехали до Львова, от Львова пересели до Перемышля. Я маме не сообщила, что я уехала. Я знала, что она нас не выпустит, она не хотела нас пускать. И я была уже в Житомире, мы проезжали. Я говорю: мам, я уезжаю, я не могу. Мне нужно Артема вывезти, мы не можем. Был страшный момент просто, когда мы сидели в подвале, и
Уже жуткий был обстрел, мы слышим эти бахканье это, и у меня пронеслась мысль, что а вдруг вот эти люди, которые со мной в подвале, это последнее, что мы можем вообще увидеть. И я даже вот сейчас иногда для себя чисто вспоминаю этот момент, чтобы понимать, что я выжила, что я живу дальше. Это меня даже как-то мотивирует, несмотря на травматичность. Да, то есть мы выехали и живем теперь здесь. Я переехала сюда к подруге. Она помогла мне дом найти. Нам предоставили жилье. И я очень благодарна этому человеку. Мы до сих пор там живем. Это местный винодел. Да, он помогал украинцам, и у него большой двухэтажный дом. Там живет, помимо нашей семьи, еще живет 3 семьи. То есть это как небольшое, получается, общежитие для беженцев? Да. Ну, это как дом обычный. У меня там комната большая, самая большая. С ребенком? Да, я с ребенком. Тёмик, что ты ключ? Такая типичное австрийское село. Выглядит вот так. Прелесть же. Птички поют. Я английский всю жизнь учила, я не знала немецкий. Во-первых, вот бросаться в учебу. То есть это у вас тоже какая-то родственная, да, история, когда вы приезжаете в страну и вдруг оказываетесь вообще в чужой языковой Наверное, да. Но все-таки я английский учила в московской школе с углубленным изучением английского языка. Я по кусочкам себе отрезала хвост почти десятилетия. У Милы жестче, конечно. Нет, мы приехали в никуда. И сразу бросаться в учебу, это невозможно было, потому что это стресс и шок, и ты не можешь адаптироваться. Хотя от нас этого ждали и ждут австрийцы, что мы быстро-быстро адаптируемся. Многих придавили, чтобы срочно шли на работу. Какая работа может быть без языка? Клининг, уборка туалетов – это все, на что мы можем рассчитывать без языка. Я не пошла убирать. Я решила пока побыть на каких-то выплатах социальных, но подучить язык. А до этого ты работала менеджером? Да. То есть это тоже социальный такой лифт, получается, конечно, да? вниз. Угу. Получается, что ты за почти год выучила немецкий? Мне кажется, меньше, да. Меньше, да. Я пошла на курсы такие интенсивные. Я прям сидела, зубрила, вот как в школе. Я понимала, что если я хочу жить как-то лучше, надо себя поднимать из этого. Я сидела долго тоже в депрессняке жутком. Мне ничего не хотелось. Я не выдам сейчас большого секрета, если расскажу, что в этой поездке вы решили жить вообще в одном номере. И так делают только очень близкие люди. Неужели же за этот год вы стали родными по-настоящему? Мила стала для меня тем человеком, который вытащил меня из очень тяжелого состояния, когда ты не можешь ничего делать. Ты понимаешь, что необходимо действовать. У тебя там 2 детей, муж, вообще жизнь, надо жить эту жизнь, а ты не можешь. Мила просто мне очень помогла как человек. И в том числе вернуть веру в человека как в изобретение. Потому что я была в той фазе, я думаю, как многие люди год назад, когда ты не очень вообще понимаешь, зачем мы здесь и заслуживаем ли мы того, чтобы продолжать жить. Или как вид можем рассчитывать только на то, что должны быть уничтожены одним ядерным ударом. Мы встретились в тот момент, когда нужно было, наверное. У меня тоже был свой личностный кризис. Наверное, на тот момент я уже как-то собрала себя в кучу. Не то, что я была разбита уже, я, наоборот, начинала двигаться дальше. Нашла работу уже к тому времени, уже язык подтянула. И в этот момент появилась Маша, и у меня появилась опора. Морально. Я просто знала, что вау, мы мы вместе, какая-то сила, какая-то синергия произошла. Само ощущение, что у меня есть семья, что у меня есть опора какая-то. Когда ты один, я все равно одна там, но мама далеко, я одна с ребенком. И а что делать дальше?
Тут есть Маша, тоже меня вот так взяла. Да вот, смотри, у нас тут вот такое, и у нас еще и вот бабушка такая, а вот давай, и вот какое-то началось такое движение, проект какой-то, что-то. И мы на этом вообще прям сошлись. Мне кажется, мы действительно через этот дневник пытались, семью как-то собрать, пазлик. почувствовать, что были очень хорошие люди до нас Да. и будут после. Что вообще в этой странной, сложной, достаточно болезненной штуке под названием «жизнь» есть смысл. И он продолжается через наших детей, и мы продолжаемся для наших бабушек, прабабушек. Через 2 дня в Харькове я получила заграничный паспорт, куда была вписана и дочка. Предупредили, что паспорт надо визировать в австрийском посольстве в Киеве. В Киеве можно было купить билеты только до Вены. В Вене обменять русские деньги и купить билеты до конца пути. В дороге я познакомилась с молодой русской женщиной с 2 детьми. Она ехала в Париж к мужу. Мы собрали в вокзальной зале ее и мой багаж, оставили возле него детей и пошли устраивать дела. Вернулись, а наших детей окружила толпа зевак, они хохотали, тыкали пальцами в наш багаж и кричали: это русские медведи едут. В каком возрасте она начинает вести этот дневник? До конца непонятно. То есть совершенно очевидно, бабушка начала печатать на печатной машинке этот дневник уже после гибели Евгения, которому удалось бежать из России. Он умер в 28 лет, в 27 он уже не мог передвигаться без палок. Он был замучен в тюрьмах. Одно легкое у него полностью отсутствовало, у него был туберкулез, второе, так чуть-чуть еще оставалось. И им удалось сбежать. Тоже это, конечно, невероятная история. Мне попали секретные документы. Я в том числе видела письмо от руки моего деда из тюрьмы с рассказами, как его пытали. Не знаю, согласится Мила со мной или нет. Дневник написан таким обычным человеческим языком, поскольку он не прошел через редактуру, она совершенно честно рассказывает, как они занимались сексом до свадьбы. Вот какие-то такие вещи, которые ты же не можешь представить свою прабабушку, что она вообще занималась сексом. Святая, Да. И у нее там сложные были с мужчинами отношения. Она вот это все рассказывает, и ты начинаешь, ты чувствуешь, что это был живой человек со своими пороками. Она очень нестандартные, принимает решения, не ведет себя, как бы должна себя вести жена политического заключенного. Она совершает очень необычные поступки. Но у них успевают родиться дети. Да, у них успевает родиться дочь Надя. Собственно, моя прабабушка. А второй сын погибает, потому что он родился у очень больного человека, и доктор предупреждает Милю, что надо бежать от мужа, потому что вот сын у вас точно умрет, который родился, и, скорее всего, вы тоже заразитесь, потому что человек без легкого. Рядом с вами туберкулез, да, очень заразный. Посуду убирайте, все убирайте и бросайте его. И уходите. Они расстаются, а потом опять сходятся. Это такой сложный путь. Вместе нам было тяжело. Ты понимал, что я считаю себя виновником гибели сына и приводил в примеры здоровых детей и больных родителей. Говорил, что погубила ребенка какая-то неосторожность при прививке оспы. Я сама это допускала, но Бода говорил, что так неизбежно должно было случиться. Я твердо решила, что расплачиваться так страшно за нашу любовь детям преступно. А потому все кончено. Тебе заменит все то дело, которому ты отдаешь всю жизнь. Революционная работа. А у меня дочка. Не будет семьи, но этого ребенка я сохраню. Что происходит с дневником дальше? Почему она его прячет? Ведь если он революционный деятель, то как будто бы он должен быть героем. Как известно, историю пишут победители.
дед не был победителем в этой истории. То есть он был конкурентом Ленина? Ну, по большому счету, да. Дед был социалистом. Он свято верил в социализм. Вот. Ну, наверное, вот в этом было А в террор? главное. Он не участвовал никогда в терроре непосредственно. И про террор говорил, что, ну, к сожалению, в такой исторической действительности я не исключаю террор, но в самых экстремальных случаях убить человека сложно, говорил он, так как в человеке течет человеческая кровь. И он верил в человека. Верил в человека и не хотел никого убивать. Мы с Надей жили очень скромно. Тогда повелось как-то, что все поднадзорный, ссыльный и вообще весь неблагонадежный элемент оседал в статистических отделах земских управ. Окружал меня народ в большинстве своем с революционным прошлым, хотя среди них вряд ли бы нашелся человек старше 40 лет. Все начиналось у меня в квартире. Я повесила веревку, было как бы два варианта: вздергиваться на ней или повесить 3 простыни и делать спектакль. И собрала чудесную, невероятную компанию. И мы просто дома репетировали, и появилась Мила, и мы думали, что, в принципе, я была готова дома вот так вот рассказать эту историю в надежде, что просто, меня попустит. И для Милы это важная история. И мы приехали в Кишинев, мы не понимали, что там будет происходить. Я просто сказала, что, похоже, нам там помогут. И помогут. Похоже, нам там помогут. И там действительно все как могли помогли. Потом она говорит: ты можешь со мной поехать? Мне страшно было. Мне страшно, если ты со мной, я поеду, вот мы хотим сделать. Но я понятия не имела, что нас там ждет. А ты зачем едешь в Кишинев? Я еду в Кишинев сыграть премьеру, вернуть этот дневник, рассказать эту историю и презентовать книжку, которая выходит в прекрасных книжных магазинах «Либрариус». Миле тоже страшно, но она едет. Маша просто предложила, что ты будешь со мной рядом, как представитель семьи Зеленских, точно так же. И мы представим вместе книжку. Для меня это темный лес, как это мы будем там представлять, потому что у нас не было деталей. И Маша, да, ты, наверное, тоже не знала этого. А потом мы оказались в каком-то, не знаю, таком уютном, не знаю, коконе или как это. Бабушки приехали. Да, и оказалось очень много людей, которые просто нас... Вот да, мы сейчас вас сюда привезем, а здесь у вас все будет хорошо, а здесь вот как будто такая опека. И я не понимаю, откуда они взялись вообще эти люди на каждом шагу. Мы просто себя чувствовали, как будто мы к бабушке приехали. Это вот такое вот было. Кто мог, предоставлял прекрасный отель, в котором мы жили. Кто мог... еврейская община Молдовы, мы играли в еврейском доме Кидем, потому что им тоже понравилась эта история, в них попало. Кто помогал деньгами, кто помогал финансами, кто помогал информацией, кто предоставлял сеть книжных чудесных магазинов, Белинкис, моя любовь. Историки, антропологи, мир, просто вот весь мир, как будто просто нас взяли с Милой за руку и сказали: да, девчонки, мы вам поможем, эта история должна быть услышана. И я уверена, что, конечно, то, что мы поехали вдвоем, и то, что эта история нас, как русской девчонки и украинской девчонки, уже не девчонки, женщины. Мне кажется, вообще история в сегодняшнем дне, что можно не только терять связь с семьей, с близкими, а что можно иногда эту связь находить. Мне кажется, сейчас очень много людей, в которых это попадает. Навсегда дарю тебе Милю, а себе беру Евгения. Всегда беру тебе Евгения, а себе беру свою. Благодаря тебе и твоим изысканиям, и благодаря Миле вышла книжка «Надеждина Кишиневская сага». Я ее полистала. Это ужасно 2 симпатичных молодых человека.
чья любовь и персональное счастье было положено к ногам идеи. И весь спектакль, и вообще вся история, она про то, вот ты хочешь быть лично счастливым, или ты хочешь изменить свою страну? Как ты себе отвечаешь на этот вопрос? И в ком или в чьей истории ты черпала вдохновение для этого спектакля? Эта книга очень-очень мне дорога. И она действительно вышла благодаря колоссальной поддержке Милы и двух людей. Это Марк Ткачук и Александр Белинкис. Я вам очень благодарна. 2023 год, февраль. Прошел год после полномасштабного вторжения России в Украину. И я заново открыла дневник спустя много лет. Совсем иначе я его прочла, и какие-то вещи, которые мне были непонятны, стали очевидны. И дальше я приняла решение из вот этого дневника сделать свои 40 страниц, выжимку истории. Я никогда ничего не писала, но тут вот за 3 дня, поскольку я действительно много времени провела с этим дневником, 3 дня, и я написала эти 40 страниц и поняла, что надо собирать команду. Я была уверена, что одна я не справлюсь, что мне нужен режиссер. Первому человеку, кому я позвонила, это была Лиза Иршаи, наш художник-мультипликатор. Я сразу видела революционные черно-белые мультики в нашем спектакле. Я прямо это сразу видела, что это должно быть не художественное чтение, а что это должен быть мир и фактически такой спиритический сеанс, когда я через тени, через голос, но это все доформулировал, безусловно, наш драматург Арсений Фарятьев, но такие вспышки я уже видела изначально, мультики были сразу. И, конечно, в голове у меня звучала музыка Анны Друбич, которую мне очень хотелось, чтобы она написала. Я позвонила Лизе и Ане, они сказали, да, они со мной. Все, а дальше я стала искать команду. Это было за месяц до того, как мне написала Мила в Инстаграм. И, видимо, открывался портал. Мне, конечно, не хотелось встречи с твоей прабабкой. Открывался постепенно портал. И поэтому мне написала Мария Певчих. Предложила встретиться, которая мне... У нас с ней была уже одна переписка за полгода до этого, в августе. Она сама, если захочет, расскажет публично эту историю, но она была связана с тем, что Маша просила прощения у меня за одну историю, связанную со мной. Да, Мария Певчих умеет извиняться. Маш, поклон. И мы договорились, что, может быть, когда-нибудь встретимся лично. Монтажный стык. Я сделала эти 40 страниц, опять появляется Маша. А я хожу по квартире и пытаюсь визуализировать себе вот этих неравнодушных молодых людей, которые делают, что могут, чтобы повернуть свою страну по другому направлению. Но я не удержалась, мы встретились, конечно. И дальше я провела несколько невероятных дней с командой Навального, с Юлией Навальной. Мы встретились просто как молодые девушки, женщины. И я их увидела совсем с другой стороны. Юлю, которая при встрече меня так крепко обняла. Она не железная? Вообще нет. То есть в ней было столько любви, потому что у меня тоже было представление, что Юля вот такая. Я даже задала вопрос, плачет ли когда-нибудь Юля. Дальше мы разговаривали. А что она ответила? Этот ответ я оставлю при себе. Я рассказала про дневник. Дальше мы стояли вдвоем с Юлей, очень долго разговаривали. Я ей задавала вопросы, как происходит переписка с Алексеем, что такое быть женой человека, который находится в тюрьме. Но на самом деле я пару вопросов задала. Дальше у Юли был просто монолог, за который я очень благодарна Юле. Очень честный, очень теплый, очень настоящий, вообще не железный, больной, светлый,
в котором было очень много любви. И когда мы расстались, я точно знала, что я сделаю этот спектакль, и что там обязательно будет Юля. И она там есть. Она есть, несколько моментов. Да, есть Юля, и Маша тоже, кстати говоря, не железная. Маша нежность. Ну вот я просто увидела этих двух женщин совершенно с другой стороны, человеческой, потому что меня интересовала вообще бытовая сторона революции. То есть вообще, что такое, как люди живут, как они передвигаются, чего боятся, чего едят. Просто как живут. Мы с тобой вместе смотрели выступление Юлии Навальной перед Европарламентом, и ты мне сказала, ты даже не можешь себе представить, каких сил ей стоит это читать. Как ты считаешь, вообще есть какая-то такая идея, которая стоит человеческого счастья? От обычного бабского, очень закрытого. Очень просто хочется ответить, что нет. Но просто я так восхищаюсь людьми, которые считают иначе. Я поэтому на сцене это играю, поэтому я нахожусь в эмиграции. Потому что я не являюсь таким человеком. Я выбираю своих детей, живых и здоровых, мужа своего живого и здорового. Поэтому я могу только представить себе, как это, и попробовать это сыграть. Но мне бы очень хотелось быть таким человеком, но у меня нет на это силы такой внутренней. Это очень большая сила. Вот то, что спросила про Юлю, она не железная. Да, она железная внутри, но в этом железе там столько любви, так много. Сколько лет прожила Миля Зеленская? Я не знаю. Мы пытаемся выяснить эту точную информацию, потому что известно скорее, что она умерла в России. Это Нижний Новгород. Мне некого просто спросить. Я пытаюсь установить один контакт со своей родственницей из Днепра, которая знает больше информации. Там немного сложная ситуация. Да, то есть у нас еще есть параллельно вот тому, что мы сделали и книгу, и спектакль, у нас есть отдельная такая программа, которая называется «Следствие ведут колобки». Да. Мы с Милой пытаемся соединить несоединимые, и пару таких интересных моментов мы с помощью дневника установили, касающихся, собственно, двух сыновей. Да, там прям горячие истории. У кого оказывается дневник после смерти Милы Зеленской? У моей бабушки Наташи, режиссера кукольного театра. Больше того, тоже по заключению историков, поскольку в дневнике есть какие-то вычеркнутые вещи, какие-то заклеенные, это тоже предстоит до конца выяснить и все просветить. Но, скорее всего, была идея издать этот дневник в советское время, и действительно он проходил через самоцензуру либо непосредственно Мили, либо моей бабушки Наташи. И вполне возможно, хотели рассказать эту историю, но почему-то не получилось. Бабушка умирает, не встретившись с тобой. Дневник прячут? Да. На тот момент у Наташи 2 сына. Один очень такой молодой, эмоциональный, в Москве учится в театральном. Второй дядя Виталий, тоже живет какую-то свою жизнь. Это парни. Не знаю, может, если бы девчонка была у Наташи, может быть, она и стала бы это читать. Какой-то девчачий дневник. Мало ли у кого бабушки или дедушки писали дневники или вели. Это все, скорее всего, достаточно скучно. И закидывается этот дневник. Но это моя версия. А может быть и нет. Может быть, там тоже присутствовал страх. Мне это неведомо. Человек или живет в настоящем, или не живет никогда. Мой прадедушка, революционер, любил часто повторять эти слова Белинского. Миле Евгении
действительно жили настоящим, ну, хотя бы иногда. Это, конечно, выражалось в том, что они понятия не имели, как вести себя правильно и достойно в абсолютно дикое и запутанное время. Этот спектакль сделан не по законам, ну, условно говоря, русского театра. Тебе твое здешнее образование помогло это, вот так это все построить? Как актрисе? Да, конечно, мне очень помогло. Ну и вообще мой опыт обучения в школе Иваны Чабок и работа индивидуальная с ней очень мне помогла. Но в этом спектакле, помимо опыта работы с Иваной Чабок, мне, конечно, помог Щукинский театральный институт. А, все-таки? Все-таки, да, вахтанговская школа, яркие формы. Поэтому... Да нет, мне кажется, что вообще вот все, что со мной случилось в этой жизни, мне помогло. Okay, how does it feel if we start with middle act, and then we start adding hands? Это все дико похоже на Гоголь-центр в миниатюре. Я ж про тебя говорим, реально! Даже вот эти вот, собственно, красные Яша. стулья, Да. когда Так увидела, это и я есть. обалдела. Вот у тебя ассоциация с Гоголь-центром, у меня, безусловно, тоже. А вот мои дочки обожают это кафе, там еще такая вкусная еда. И они считают, что это кафе из сериала «Друзья», где Вау. мы все тусим. А что это за место? Это получается? место моих очень близких друзей, с которыми я познакомилась, мне кажется, еще лет 10 назад, когда только сюда приехала. Это Яша и Аня Михельсон. Они в прошлом дизайнеры, поэтому это все так модно и классно выглядит. И это люди, которые очень помогли мне лично, помогли проекту «Надеждины» в целом. Конечно, мы бы технически просто не справились. А вам бесплатно все это, что ли, дает? Да. Благородно. А вот Просто говорят, как в Америке меценат. ничего нельзя бесплатно. Да, это действительно человек вот с таким сердцем. И Аня, это просто моя любовь, его супруга. Мне кажется, они просто меня, правда, очень любят. Прям... Да, Вот. Маш, тебя можно любить, Это, и тебе есть чем гордиться. Спасибо, я буду об этом всегда помнить. Да, чтобы у каждого. А потом у ребят техника, проект. Правильно ли я понимаю, что в любых других обстоятельствах, если нет полномасштабного вторжения, если нет мобилизации, если нет такого потока, такого исхода из России талантливых людей, ты бы не собрала свою команду? Да, совершенно точно. Я сейчас еще была на съемках в Варшаве. Мы снимали фильм, который называется «Дебаты». Про 2 дня кампании. Вот, даже я не буду сейчас спойлерить. Там снимается Филипп Авдеев. Да, там снимается Филипп Авдеев. Новости уже просочились в телеграм-каналы. Так. И, конечно, команда, во-первых, команда была интернациональная. Поляки, немцы, французы, белорусы. Это был первый мой такой полноценный контакт с белорусами, с непосредственными участниками протестов 2020 года. Ребята, я вас так люблю, вы герои и вообще надежда своей страны. И да, я увидела, какое количество талантливых людей покинуло свою страну. И в Лос-Анджелесе это тоже ощущается, не так, конечно, масштабно, как в Европе, наверное, подальше лететь, но, безусловно, приехала, к сожалению, для России, к счастью, для меня, приехало очень много талантливых людей. Первым режиссером этого спектакля, вообще первым, кому я отправила вот эти 40 страниц, был Кирилл Серебренников. Вау. Неожиданно, да, я знаю. У которого я до этого снялась в фильме «Лимонов», который еще не вышел, где я сыграла первую жену Харьковскую. харьковскую. Так. Мы снимали в феврале 22 года. Это, собственно, был... До начала или... За неделю, за 2 до начала. И я покинула как раз Россию. Я выехала до войны. И мы потом доснимали в Латвии. И вообще Кирилл очень важный
стал для меня и человек, и учитель, и друг. И он прочел эти 40 страниц, он был первый, кто сказал: Маша, это надо обязательно делать, и нужна обязательно книжка. Я в тот момент не понимала, как это возможно вообще осуществить, ни материально, ни морально. Но Вера Кирилла Семеновича мне тогда очень-очень помогла. И я начала репетиции, на репетиции по Zoom с очень близким, дорогим для меня человеком, прекрасным режиссером, но он находился в другой стране. В другой стране, в смысле в России или в другой? В ней, да, в ней. Поэтому, к сожалению, я пока не могу называть его имя, но я ему очень благодарна за то, что вот у нас был этот репетиционный период, месяц или два. К сожалению, не получилось дистанционно это сделать. И я впала в кому на месяц. Я поняла, что у меня нет режиссера, без режиссера никак. И появился Егор Баранов. Он тоже из новоприбывших? Да, Егор Баранов из новоприбывших. Но я, к сожалению, это все-таки его история, она очень интересная, как Егор приехал. Как за спиной, пусть он сам расскажет, как он приехал, с кем, почему. Это же его история. Вот я же не спрашивала его, могу я рассказать. Егор, скажи, пожалуйста, приятного аппетита. А можно рассказывать в интервью за глаза про тебя, про Дину? Можно? Да. Вы сказали. Егора я знаю достаточно много лет через Аню Друбич. Егор учился на курсе Аниного папы вместе со своей прекрасной супругой Диной, которая украинка. Когда началась война, ребята покинули страну, приехали в Лос-Анджелес жить. Я была у них на свадьбе, свидетелем одна. Я очень-очень гордилась. И у них родился прекрасный здесь сын, и все это происходило параллельно. У нас был частенько младенец на репетициях, и мне так было тяжело, потому что такой страшный спектакль, такие моменты, а у нас младенец. И Егор стал режиссером нашего спектакля, я ему очень благодарна. И появился, конечно, очень важный человек, это Арсений Фарятьев, это псевдоним. Так-то это мой брат Никита Лебедев, драматург, который очень умный, может быть, слишком умный даже иногда. Представить, что они действительно найдут общий язык, поначалу было невозможно. А сейчас, потому что Егор Баранов – это такой мистер блокбастер, а Никита Лебедев, он же Арсений Фарятьев, это такой прям мастер артхауса. И вот это вот все соединилось. Когда и как ты здесь оказался? В Лос-Анджелесе я оказался в конце апреля 2022 года. И где-то вот в апреле мы оказались в Нью-Йорке, не в самом городе, а в штате. Еще во Флориде я придумал поставить спектакль. Я знал, что в спектакле может сыграть моя знакомая хорошая актриса Энни Хейг. Так получилось, что Сэм и Энни должны были быть в Лос-Анджелесе в те даты, когда мы могли бы поставить это чисто технически. И вот тогда уже я позвонил Маше, спросил Машу, могу ли я у нее пожить, и есть ли у нее место, где можно было бы сыграть спектакль. Конечно, сказала я, приезжай, у нас Яша и Аня. А почему ты оказался здесь за барной стойкой? Ты вообще спектакль собирался ставить? Я поставил. Так. Маша была на звуке. Да, я просто нажимала кнопку и 2 раза звонила в колокольчик. У нас не было целей срочно поставить спектакль, который нас обеспечит на всю жизнь. Просто хотелось сделать какой-то спектакль, выразить, во-первых, выразить, что это в Лос-Анджелесе возможно, а во-вторых, мы делали для себя. И позвали какой-то близкий совсем круг людей. Один раз сыграли, типа proof of concept у нас произошел, а потом надо было понимать, как жить дальше, как жить после спектакля. Что-то я подумал, Маша здесь, можно, наверное, бросить якорь здесь и надеяться на то, что
как-то дальше мы будем заниматься театром, особенно учитывая, что студия-то есть. Но помимо этого надо было как-то зарабатывать деньги, поэтому я пошел работать сюда, в кафе. Тут, извините, конечно, но вот я скажу. Потому что, прости, что я не Нет, дала ну, тебе давай. сказать, потому А что еще? ты такое никогда не скажешь. Я влюбилась в моего брата по-человечески заново после того, как Никита стал работать баристой. Потому что, конечно, мне казалось, что он будет воротить нос, и я вижу, как люди приезжие сейчас с каким лицом водят Uber. Никита, водят, но с таким лицом. Никита с таким достоинством сутками сидел, проводил глубинный ресерч, научился делать самый вкусный на земле кофе, научился отличать сорта кофе с таким достоинством. Правильно я сказала? Ну, я не такой хороший бариста, но ладно. Так а для тебя, как для драматурга, который в Москве, в общем, уже работал, и в целом-то у тебя были перспективы, как говорят. Были. Номинация на «Золотую маску». Да, было тоже дело. Нет, это не в том случае, что я как-то типа резко поменял специальность. Я же, собственно, работаю баристой, чтобы у меня была возможность писать пьесы. Ну, и мне кажется, это тоже вот эта разница отношения в России к этому делу и в Америке. В Америке вообще не позорно быть баристой. Тут каждый второй, если не первый, артист, драматург, режиссер подрабатывает. И да, согласись? Ну да. Здесь же, ну как бы очевидно же было, что ну, как бы я ехал не в качестве туриста. Я ехал в качестве иммигранта. В этом смысле странно было бы надеяться на то, что я приеду в Лос-Анджелес, город, где практически нет театра, и вдруг сразу случится какое-то чудо, и валом люди повалят на русскоязычные пьесы. Поэтому, ну, понятно было, что надо будет находить какую-то работу. А с данными вопросами на собрании ячеек, кружков он ставил следующее. Из каких частей составляется стоимость товара? Как образуется прибыль? Почему плохо живется рабочим? Что нужно делать рабочим для улучшения своего положения? Ты помнишь свои эмоции, когда ты первый раз спектакль увидела? Я плакала очень сильно. Я ехала с работы, В прямом смотрела. эфире мы специально. Я рыдала просто. Меня подвозил мой сотрудник домой, и он говорит: да что там у тебя такое? Ну, он же не понимает этого все равно. А у меня просто катятся слезы. Я весь спектакль прорыдала, в конце аплодировала. Мне Маша позвонила сразу после спектакля. Я реву. А Маша такая: да скажи мне, что там, ты можешь мне нормально сказать. Она такая, я на эмоциях расклеилась, и все. А Маша собрана. Что не так было? Что было так? Что... Ну, я прям впечатлена была. Для меня это такая гордость. Ну, это просто, это же семья. Я понимаю, что это вот моя бабушка, это вот, ой, боже мой, ну это невероятно. Есть такая формулировка «movie love». Знаешь ее, нет? Ну, это когда вы снимаете какой-то проект, вы становитесь очень близкими на время создания этого проекта. А ты как в пионерском лагере. Как в пионерском Да, лагере, да, да-да-да, ну, вот типа. такая же, да. Movie love, ну там особенно если это там длинный сериал, полгода снимается, ну или даже если это кино, месяц-два, но это очень интенсивные отношения, ежедневные, с 7 утра до 9 вечера, и люди становятся прям по-настоящему близкими. А дальше очень часто происходит так, что люди расстаются и, в принципе, больше не встречаются. Может быть, на следующем проекте. И опять заново такая же любовь. Но это movie love, она очень такая краткосрочная. Я сразу Миле сказала, что есть как бы такая опасность. Помнишь, я предупредила? Я сказала, что, Мил, как бы не знаю ответа на вопрос, кровь водится или не водится, но мы сейчас делаем с тобой дело очень важное. И да, у нас сейчас такой момент близости, но он может закончиться, потому что есть такая история, как movie love. И мы встретились, в принципе, как бы на проекте. И, к сожалению, ну, так происходит. Вот. Но она как будто не заканчивается. И ты классный вопрос задала по поводу того, что мы в одном номере. Это действительно... Я вообще очень боюсь близости. У меня такой достаточно узкий круг. Я человек такой
залипающий на людях. И я как бы люблю маленький круг свой, и тяжело вообще расстаюсь с людьми, но и тяжело при этом прям выхожу на новый уровень близости. А с Милой мне спокойно, просто как будто спокойно. Я не знаю, это связано с кровью, ну или просто... Как относятся ваши аудитории, твоя русская аудитория, твоя украинская аудитория? Как они относятся к этому союзу? Это был мой главный страх, когда я предложила поехать со мной в Кишинев. Я написала большое письмо, что я хочу, чтобы ты подумала. Я тебя не убеждаю, потому что твой народ может ополчиться. А ты боялась этого? Ну, конечно, у меня был страх. Но я просто потом поняла, а чего мне бояться, что? Мы что-то делаем не так или что? Это моя сестра. Мы имеем чистые помыслы, мы тоже против войны, мы хотим просто показать нашу семейную историю, которая перекликается сейчас очень сильно с сегодняшним временем. Это очень помогло. И мне не прилетало ни одного сообщения от украинцев, ни одного. С той стороны прилетало. С русской? Да. Может, это же фейки какие-то. Это вот типа, а почему после СВО? Ну, у меня уже фраза «после СВО», это понятно, что это не наши пишут. Это, нас никто войну СВО не называет. Украинцы поддержали максимально. Мне присылали, не знаю, десятки, двадцатки сообщений, чтобы я Машу обняла, поцеловала, потому что спасибо вам, спасибо, мы вас любим. Девочки, вы молодцы, вы правильно все делаете, вы должны говорить, вы не должны молчать. Спасибо Маше, что она не молчит. То есть с нашей стороны, конечно, все поддержат того, кто не молчит и не боится высказаться. Поэтому чего мне бояться? Я знаю правду. Про себя, про Машу, мне нечего бояться. Ты думаешь, что когда-нибудь этот спектакль приедет в Россию? Я бы хотела, чтобы сначала этот спектакль приехал в Украину. Почему? В Харьков. Потому что премьера была в Кишиневе, где родилась героиня этого спектакля, Миля. И где они встретились? Где они встретились. Зеленский родился в Харькове. Я хочу, чтобы ему там тоже поспокойнее стало. Я бы хотела, и книга, чтобы была на украинском языке издана. Думаешь, это возможно? На данный момент, конечно, я считаю, что мой приезд в Украину невозможен. Книга, скорее всего, тоже нет. Ну, по большому счету, ровно так же, как и мой приезд в Россию, этот спектакль в России, я тоже не могу себе представить этого. Так, вот твое место работы, да, это Adidas? Это Adidas. Ты сколько тратила на дорогу сюда? Времени или денег? Мне 2 часа добираться до работы. Мне нужно автобусом добраться до железнодорожной станции, проехаться на поезде, и еще шаттл. Когда я здесь работаю до 9, к примеру, у меня нет сообщения поезд-автобус к моей деревне. И мне приходилось оставлять, получается, велосипед на станции, садиться на поезд, доезжать, и потом возвращаться, брать велосипед и еще 35 минут ехать в полной темноте. Там тиры, хазы, животные. У меня был жилет, я ребенка жилет брала, вот этот, который с полосочками, чтобы меня не сбила машина, фонарик, наушники, музычка, и я ехала. И я себя тешила мыслью, что это будет когда-то такая классная история, которую я расскажу, и вот я сейчас это рассказываю. Это действительно. Но я немножко даже похудела. Сейчас снова нужно будет подождать автобус. Очередная 1 051 пересадка. Я уже привыкла к этому. Ко всему привыкаешь. Машины у меня нет. Другой возможности найти какую-то работу с нормальной оплатой поближе к дому у меня тоже тут нет. Мне многие пишут, что я живу прекрасную, красивую жизнь, но я знаю, чего мне каждая вот эта вот радость стоила. Я много работала. Когда мы сюда ехали, ты там еще работала, но вчера мы узнали, что теперь ты оттуда на момент увольняешься. съемки, получается, я вчера, вот если сегодня, то вчера я написала заявление об уходе. Почему, Мила? Я считаю, что мне нужно двигаться дальше. Я благодарна этой компании.
И я действительно здесь выучила больше немецкий, чем где-либо. Но я работала раньше в другой индустрии. Мне кажется, что сейчас я буду вот честна. Я считаю, что во мне больше потенциала, чем это. Но Страшно? страшно. Так что, если что, пишите в комментариях, если Я есть сейчас открыта к предложения. предложениям. Резюме приложим, мне звоните. Вот сейчас, через 2 года после начала войны, чувствуется огромная усталость всех от происходящего. И внимание мира, и в том числе нежность и забота людей, которые живут здесь, в Европе, она в разы меньше, чем была в начале. А как бы легче самим украинцам, беженцам не становится. Как сейчас ты на себе это чувствуешь, и как ты из этого карабкаешься? Ну, этот момент мне помог повзрослеть в 30 лет. Я как будто осталась вот сама с собой наедине, наконец-то, может быть, впервые в жизни. И прошла вот эту депрессию, перелом какой-то внутренний, сломала меня очень сильно это. И я выросла. Я пошла дальше просто. Я знаю, что многие пользуются помощью, и потом, когда ее забирают, они жалуются, что как это так. Но извините, но мы должны отвечать каждый сам за себя. Когда еще камера не была включена, ты рассказывала о том, что первое время ты ходила в каких-то мужских чужих джинсах. Я была в Польше, у меня ничего не было. При этом в Харькове ты нормально себя обеспечила. Конечно, я как раз перед войной сняла себе квартиру, задаток дала. Мы должны были переехать. Я жила до этого с мамы в доме. То есть у меня все налаживалось, все было хорошо. Незадолго до войны мы сидели с моими ребятами, моей командой. Привет им большой, я очень помню. А где они все? Кто где. Кто в Англии, кто в Германии. Очень поразъезжались все, кто остался там, в Украине. Наш шеф остался в Украине волонтерить. И, не знаю, сейчас он попробует открыть заново все. Это сложно, конечно. Я чувствовала, что у меня начинается карьерный рост. У нас открывался новый офис в центре Харькова. И мы еще, помню, выходим из кафе вот с ребятами перед войной буквально. И идем, и уже витало это в воздухе, как будто что-то вот надвигается. И у нас девочка Лера, копирайтер наша, говорит: да такой город красивый. Они же не могут нас разбомбить. Не могут же. Там, где мы и ходили, собственно, мы проходили эти места, площадь Конституции, туда очень крепко прилетело. И вот никто не мог подумать. У меня прекрасно все было. А потом просить вообще помощь и получать? А мы не просили здесь. Нам давали помощь. Я благодарна. Потом это уменьшалось. И уменьшилось до тех пор, что я поняла, что больше ничего нет. Надо становиться на ножки и как-то шевелиться. Я, может, неправильно сформулировала. Тяжело ли находиться в положении того, конечно, кому дают? Ты чувствуешь себя, как комплекс какой-то начинается, да, вот, меншовартости. Не помню, как меншовартости, неполноценности, извините, я забыла русский. Да, и, конечно, ты себя чувствуешь, просто, как из третьих стран третьего мира, или как это назвать. Когда у тебя была жизнь, кипела, у тебя увлечение, я играла на барабанах, у меня, да. То есть у меня друзья музыканты, у нас студия была, у них студия была, мы там постоянно что-то делали, сочиняли. И когда тебя берут, просто выкидывают из твоей жизни нормальной. Первое время, да, ты понимаешь, что тебе надо вот сейчас как-то побыть в этом состоянии, когда тебе что-то дают, но потом ты такой сидишь: это что вообще? За что? У ребенка школу разбомбили, мою тоже, я ее заканчивала, 35-я школа в Харькове. Ее нет. 2 раза в нее попали. Зачем? За что? Она Вторую мировую пережила, эта школа. То есть много вопросов. Я не понимаю, за что. А что ты будешь рассказывать Артему про войну, про вот эти времена? Артем, он уже знает все. Он с самого первого дня знает все. Он все слышал. Я его не разбудила, когда я услышала первые взрывы. Это был обычный день, в школу должен был идти. Он спал, и я в 4 утра проснулась, потому что уже взрывы были. Я поняла, что это не фейерверк никакой. И зашла в интернет, увидела, что пишут все телеграм-паблики, что началась война. Он проснулся, я ему рассказала, что сейчас нас бомбят.
Только ты не бойся, мы сейчас что-то придумаем. Хотя у меня была страшная паника. Мы сидели возле телевизора все это время, начались новости. Он не плакал, ничего. Он вот такой стойкий у меня ребенок. И он очень стойко со мной пережил вот эти все переезды, этот поезд. Ни разу не пикнул, ни разу. Мы взяли телефон, сумку эту и уехали. И он вот это вот играл в телефон. Вот как будто вот... Очень многие говорят, что дети в этих поездах не плакали. Не плакали? Вот я удивилась тоже этому. Я не знаю, дети все были такие собранные. Они знали, что надо вот сейчас куда-то ехать, надо подождать. Мы доехали до Кракова. Это было раннее утро. Ребенок, конечно, уже засыпал. Он спал на этой спортивной сумке. Мы стояли в очереди в кассу. Я двигала сумку вместе с Артемом вот так вот. Боже мой, это... И он ни разу не доставил никаких неудобств. До сих пор он очень как-то стойко это переживает. Он знает, что война, он ненавидит Путина. И это особенность украинских детей. Они все стали, обозлились тоже, может, в каком-то смысле. Маленькие дети желали смерти человеку. Мы вот где ехали, знаете, были остановки такие, где можно было там покушать и так далее. И там старались волонтеры устроить там детский уголок. И я смотрела эти детские рисунки. Это не совсем детские рисунки. Там изображено, что они хотят сделать с президентом России. А как грань-то провести между президентом России, солдатами России и другими людьми России, которые не хотели этой войны, старались все сделать, чтобы ее не было, но не смогли? Когда ты находишься под обстрелом, ты мало об этом думаешь. И я могу сказать, что в начале войны мы все очень хотели, чтобы по ту сторону была какая-то борьба. Мы надеялись, пожалуйста, вы же можете. И потом это вот угасало, со временем перерастало в ненависть в некоторые моменты. Когда у тебя убивают соседей, убивают детей в моем же городе. Ребенок спал, просто прилетела ракета. Я не думаю, что мама этого ребенка будет разделять. Она будет ненавидеть. Это со временем, я не знаю, сколько лет должно пройти. На данный момент это очень сложно. Я для себя знаю людей, которые сидят передо мной сейчас, мои близкие. Это частные и очень маленькие такие случаи. А вы детей будете знакомить? Я хочу очень этого. Как вы думаете, наши дети, они смогут решить наши проблемы? В смысле ненависти. Ненависти между народами, между странами. Я планирую, что у нас еще есть время решить эту проблему. Хотя бы в таком частном случае. Мы решаем эту проблему, мне кажется, сейчас. Мы много говорим про войну с Милой, много. И я русский человек, и я много говорю именно про нас и про то, что мы чувствуем. А тебе что-то стало яснее, когда тебе Маша рассказывает? Да, прояснилось про мнение внутри России. Кто молчит, кто не молчит, и вот эти все вещи. И про вещи. то, что никто не мог бы выйти. И да. Я объясняю. Я объясняю, почему, по какой причине мы не можем выйти. Объясняю, когда мы выходили. И сейчас это я и вижу и без этого. Я много почитала про Евгения Зеленского Надеждина, из того, что есть. И его основная зарубка, если можно так выразиться, с Лениным заключалась в том, что Ленин был за революционный террор, а Зеленский был за разговоры с людьми. Он был за революцию умов. Он пытался объяснить людям, что каждый человек должен уважать самого себя, что женщина должна осознавать, что никто
Не то, что муж, а даже родной отец не смеет тебя бить ногами по голове. Ну, какие-то такие простые вещи, не вполне себе понятные людям конца XIX века. Когда я открыла дневник первый раз, еще в 2015 году, и прочла, что мой прапрадед Евгений Осипович Зеленский, Надеждин, был профессионал-революционером, там такая была формулировка, я очень сильно испугалась. То есть для меня это сразу ассоциативный ряд, это революция 17 года, Кожанка, кровь, вот это все. Этот дневник написан про конец 19 века, самое-самое начало 20 века. То есть это до вот этой вот всей крови, которая потом случилась. И, собственно, Зеленский Надеждин и говорил о том, что необходимо делать революцию сейчас, так как пока еще возможно совершить революцию умов и революцию бескровную, демократическое восстание. В тот момент было возможно. В 17 году, как мы знаем, это уже было поздно. Евгений Осипович Зеленский Надеждин предлагал это сделать в 1901-2 году. Сколько еще рабочих должно быть зверски расстреляно? Сколько должно погибнуть с оружием в руках во славу монарха? Перед тем, как все поймут, что надо поднимать демократическое восстание? В интервью Дудю ты говоришь о том, что вас учили в институте театральном говорить, что все уже было, только вас не было. Но есть какое-то ощущение, что все уже было, и даже мы были. Да. Только другие. Да. Похоже на то. Ну, мне кажется, рифмы очевидны. Ну, и когда я прочла дневник уже после... Это первое, что я сделала, когда началась война. Он совсем иначе читался. Вообще иначе. И то, что я, может быть, не понимала до конца, или мне казалось, вот они там напридумывали. Ну, когда читаешь «Крутой маршрут» или «Жизнь сапожок непарный» или «Архипелаг ГУЛАГ», думаешь, не, ну, ребята, конечно, жили. Что, не могли это встать и постоять за себя? Ну, ребят, что, так прям страшно было, что ли? А выясняется, что вообще-то очень страшно всем. Что ты волнуешься меня? Лежать! На пол быстро, я сказал, можно и пол! Письмо где? Надо на меня смотреть, пол смотри, сука! Бля, слушай, не хотел, сейчас молча лежи, что сказал? Как ты думаешь, а какой выход из этого замкнутого круга? То есть система каждый раз оказывается сильнее, и самые лучшие все равно оказываются под ней погребены. Мне кажется, выход в том, что чтобы начать ценить вообще человека, человеческую жизнь. Выход в моей сестре из Харькова, выход в моем брате Никите, который принял решение не участвовать в этой страшной войне и покинул страну, хотя ему было очень тяжело. То есть, мне кажется, выход именно в людях, чтобы мы стали осознавать, что каждая человеческая жизнь — это ценность. Мне очень страшно, что сейчас происходит в стране. И, безусловно, у меня есть такое, к сожалению, ощущение, что время демократического восстания в 21 веке в России упущено. Я ничего, как очень плохого финала, на данный момент не вижу. Есть ли у тебя ответ на вопрос, как правильно поступить теперь, вот спустя 100 лет? Мы в той же ситуации. Что-то можно сделать такое, чтобы этого не повторилось? В этом смысле вышло уже в некоторых местах похуже. Ну, то есть, если мы говорим про революцию 17 года, то понятно, что это была гражданская война, понятно, что это ужасно, но это была гражданская война, это была не захватническая война. Это действительно было столкновение идей. А тут просто на суверенное государство нападает Россия. Мне кажется, уже хуже. В этом смысле, почему Зеленский Надеждин
вызывает такое уважение, потому что человек действительно стремился демократическими методами, ну, в первую очередь, работать с людьми. Вот у нас написано «распропагандированный». Мы на самом деле меняем значение этого слова, потому что если посмотреть в словарь, «распропагандированный» значит человек, как бы, который поддался пропаганде. Но это слово не имеет, ну, не имело, я так подозреваю, отрицательной окраски. То есть распропагандированный тогда, в 20 веке, это человек, которого не расколдовали, а которого, наоборот, наделили какими-то идеями. Ну, мы используем это слово в другом значении. И в этом смысле, ну, Зеленский Надеждин, он ровно этим и занимался. Он говорил с людьми, у которых, ну, как бы и давал им идеи демократии, свободы, настаивал на этих идеях. Хотя они буквально были под запретом. Как бы была задокументирована цензура. В России сейчас ее нет. Ну, не задокументирована, но узаконена. В России чисто формально ее сейчас нет. Понятно, что она де-факто есть. Как бы что делать? Ну, вот это и делать. Говорить. Говорить, ну, максимально честно. Это опасно. Я не призываю, типа, людей в России этим заниматься, если они, ну, как бы не готовы к последствиям. Ну вот да, поскольку мне исключительно важно, ну, как бы продолжать заниматься творчеством, продолжать заниматься театром, да, я уехал. Ну вот этим и надо заниматься. Ну, спектакль на русском языке. Евгений Осипович Зеленский Надеждин умер в 1905 году, за несколько дней до революционного взрыва. Ему было 28 лет. Его дочь Надя не жила при социализме, она жила при ленинизме. Надина дочь, моя бабушка Наташа, жила при сталинизме. Я покинула Россию при путинизме. У меня тоже есть дочки. 2. Вот они-то будут жить при... Они-то будут жить. Где сейчас находится дневник Мили Зеленской? Этот дневник в каком-то смысле волшебный и сам принимает решение, где ему быть и в каком виде. У тебя его нету. Поэтому на данный момент права на дневник, подписанные в 2016 году моим отцом и моим дядей, которого уже нет в живых, у меня. То есть юридические права у меня. Сам оригинал дневника находится сейчас не у меня, но он ровно там, где он должен быть. Ты год назад, Маша, говорила о том, что, возможно, ты даже не будешь больше никогда актрисой, потому что вот этот cancel русской культуры после начала войны, cancel русских на любых публичных активностях идет к тому, что у тебя уйдет профессия, а возвращаться в Россию ты не собиралась в связи с несовпадением твоих и российских взглядов на войну. Ну, врачом я уже не стану, но у меня здесь есть друзья, медсестры. За 2,5 года можно получить образование медсестры, ну и вдруг попробовать сделать что-то конкретное. Не как бы плакать, кричать в кадре, а работать медсестрой. Сейчас что? Это изменилось? Мне до сих пор не верится, но я так себя настроила. И у меня эта иммиграция была очень длительной, у меня не было никаких иллюзий, связанных с тем, что такое Америка, что такое работать в Америке. И я проходила вот эти вот все стадии принятия с 12-13 года. С отчаянием, с гневом, с торгом, с депрессиями. Поэтому, когда началась война, я действительно настолько приняла тот факт, что сейчас мне нужно осваивать новую профессию, и для меня
вот спектакль «Надеждины» был такой как последней гастролью. Но параллельно этому я уже снялась в 4 проектах. И мне было на каждом так интересно. Те люди, которые меня сейчас окружают в Европе, с кем я сейчас встретилась, в Варшаве, в Америке. Это просто очень другая, это вот совсем другая жизнь, это другие проекты. Ты как будто умер, и как будто просто вот родился заново. И мне все кажется, что ну вот одна работа актерская, наверное, это случайность, вторая, третья, и вот 4 проекта. Мне все кажется, что сейчас наступит такой момент, когда я все-таки пойду в колледж и за 2 года стану медсестрой. То есть у меня вот эта готовность, она есть. И никаких иллюзий я не питаю, и никаких ставок на то, что я порву Голливуд, я тоже не ставлю. Но при этом ты отказываешься играть плохих русских. Да, я никогда не думала, что я вот напишу такое письмо своему агенту и скажу, как бы, я понимаю, что у меня шансы в этом случае просто сводятся к нулю, но я не могу. А почему так решила? Когда? Только когда началась война. До этого мне было все равно, я просто хотела начать работать в Америке. У меня была такая мечта отвезти детей в школу и поехать на работу. Вот это была моя самая главная мечта. То есть за вот эти десятилетия прошедшие, вот эти все мечты, я бы хотела «Оскар», я бы хотела сняться у такого режиссера. Вот это все уже ушло, я просто хотела за рулем, школа, потом работа. Все, больше никаких у меня желаний не было. А потом началась война, и я поняла, что я не хочу играть плохих русских, я не хочу играть проституток. Я так глубоко приняла тот факт, что моя профессиональная карьера закончена, что до сих пор каждая новая работа, мне кажется, это какая-то случайность. И, наверное, она последняя. Вот сейчас я тоже в такой фазе. Хотя у меня вроде бы впереди 4 премьеры, но мне кажется, что, наверное, это все, это конец. И вот сейчас 4 премьеры – это точно конец, Маш. Но это премьера, а дальше как бы работы пока нет, и это неизвестность. Мне кажется, это действительно связано с тем, что я перед тем, как давать интервью Юре, я представила последствия. Я точно знала, какие будут последствия. Я понимала, что... И они были все? Да, конечно, да. Я понимала, что это стоп на моей профессиональной карьере в России. Я понимала, какие будут комментарии про предателя отца и родины. Единственное, что я не ожидала, что меня вообще кто-то поддержит, кроме украинцев. Украинцы, и вообще мои друзья, товарищи, хотя тоже мне казалось, что, наверное, будет, что называется, неоднозначная реакция. Но вообще я была, если честно, уверена, что решат, что это такой у нас договор с родственником. Я бы так сама тоже решила. Что как бы ты топишь здесь, ты там. Кто выигрывает, собираемся. То есть яйца в разных корзинах? Да. Да, Господи, очень это какое-то суперизвращенное мышление. Я извращенно представила вот все, что может со мной произойти. Такие претензии тоже были? Да, конечно, много. Приняла, выдохнула. Поэтому все, что профессионально происходит со мной в Америке, я была уверена, что русских артистов не будут снимать, что не будут пробовать. И действительно, первые несколько месяцев был такой слух. И я даже написала большое благодарственное письмо агенту своему и менеджеру, что спасибо, что вы старались, мы расстаемся, прощайте, я пошла, буду медсестрой. И они меня уговорили записать последние пробы на польку. Я говорю, вы что, я русский роль не могу получить, а сейчас польку вы собираетесь, чтобы я сейчас польский акцент сделала? И они меня в итоге уговорили, и я получила эту роль. Это был американский проект с Натали Портман, я там снималась. Это Apple TV. Вот я даже сейчас говорю, это какое-то такое... Я помню, когда я получила первую роль, американскую, мне позвонили мой американский агент и менеджер, и я стала кричать в трубку: «Боже, Боже, какая удача, какая удача!»
И они вдруг так строго мне сказали: нет, Маш, это неудача. Это твои 7 лет работы и нашей работы. Удача — это 1%, все остальное — это пахота. Маш, ты гордишься собой? Пока не очень. Но я горжусь моей командой. С собой пока мне надо поработать. Но я горжусь тем, что когда я приехала первый раз в Америку, я стала учиться. Я сдала TOEFL, я пошла учиться в актерский класс, потом я пошла в UCLA на продюсерский факультет, потом я училась в UCB на импровизации. То есть я все это время училась. И сейчас, получив большую роль в одном американском сериале, у меня там только 1 серия, но зато я там главная. И... Ты там играешь дочку главного монстра в России. Да. Ну, условно, такого хозяина ЧВК, всех держит в страхе там, и так далее. И вот ты приезжаешь в Америку. Да. И все тебя встречают... Протестами, нет войне, как отец, такая и дочь. Вот это as все. father, as daughter. Да. Like father, like daughter. Okay. Так, а ты оказываешься другая. А я неожиданно, да, прошу политического убежища, и у меня там свой секрет. Но самая главная победа для меня личная была одна фраза в этом сериале. Когда я прошу политического убежища и говорю, что на самом деле я приехала не на саммит мира, а продавать оружие, и ребята, которые меня охраняют, американцы, говорят: как так? Как так? Саммит мира, оружие, почему мы не знаем? И моя героиня говорит: а вы спросите ваш Госдеп, почему вы этого не знаете. И это американский телек. Я не могла себе поверить, что я это произношу. Но дискуссия такая в американском обществе есть, что на протяжении десятилетий с Путиным все творили, что называется, business as usual. Хотя уже очень давно понятно, что человек – преступник, который должен сидеть в тюрьме. А все продолжали делишки делать, и даже сейчас продолжают, к сожалению. И это именно поэтому этот человек, Путин, злодей и проблема уже всего мира. А здесь действительно вот искусство настолько близко к социалке, к политике, к сегодняшнему дню? Мне казалось, что нет. Я снималась в своих сериалах спокойненько про домохозяек. Мне казалось, что вообще не надо, девочкам про это такое не надо говорить. Угу. Я никогда не состояла там ни в какой партии. И, кстати говоря, никогда не была сторонником Алексея Навального. Я ходила на митинги уже, когда, очевидно, начали издеваться над человеком. Но я ходила как человек, поддерживающий человека. Вот. Но сейчас так получилось, что, похоже, об этом необходимо говорить, иначе это все заканчивается так, как это заканчивается сейчас с нами. Ни дня горевать не буду, только забери меня далеко отсюда. А есть ли какой-то совет, который вот вы обе, прошедшие через разными путями, но, в общем, через горнило и депрессии, и непризнание, и отчаяние, какой-то совет, который вы можете дать людям, как выкарабкаться? Никто не поможет, если ты сам себе не поможешь. У меня это было так. Я просто села в один момент, я поняла, что я не могу жить так, как жила раньше. Если я буду вот так вот стагнировать, да, я погибну морально, как минимум. Меня спасло отвлечение, наверное, какая-то вот учеба, понимание, что если я вот выучу, я буду жить лучше. У меня есть ребенок, мне нужно ему дать лучшее будущее. Есть такая книжка Виктора Франкла «Скажи жизни да». И вот он говорит о том, что если ты знаешь, зачем, то ты можешь пережить, по большому счету, любое как. В моем случае я знала, что мне нужно рассказать историю моей прапрабабушки Эмилии Зеленской. Мне почему-то показалось, что как только я ее расскажу, мне станет легче. Эмилия.
Девочки, что такое семья? Для меня опора, моральная поддержка, любовь. Если бы ты задала мне еще пару лет назад этот вопрос, я бы, наверное, растерялась, не знала бы, как на него ответить. А сейчас, мне кажется, это вообще смысл. У нас другого ничего не осталось, особенно сейчас. Ну, как-то вообще ничего не важно получается. Да, это твои дети, это твой муж, моя бабушка с дедушкой, которых я обожаю. У нас сейчас с дедом появилась такая игра, я им сообщаю, когда у меня вылет самолета, мой дедушка летчик. Ему 90 лет, этим летом исполняется, и бабушка проверяет, чтобы он рано лег спать. И в тот момент, когда я вылетаю, например, из Варшавы в Вену, вот я сейчас летела, я представляю, что дедушка за штурвалом, а он представляет, что у него рейс, и что он меня везет, и им так нравится эта игра. Ну вот это семья, когда ты понимаешь, что ничего важнее такой игры, когда твоему деду 90 лет, и он меня просто все детство зайцем катал в кабине пилотов. Он очень любил небо и до сих пор любит. И мне кажется, вот эта вот семья, когда ты со своим дедом играешь в самолетике, которому 90 лет. А вы про себя, вот ты же думаешь про себя, что ты русская? Абсолютно. А ты думаешь про себя, что ты украинка? Ну, конечно, да. А теперь давайте ответим на этот ключевой вопрос, который задает нам все время наша пропаганда. И не наша пропаганда тоже. Это какие народы? Братские, родственные, дружественные или соседние? Это две разные страны. Но для меня это абсолютно две разные страны, два разных народа. Это два разных народа. В нашем приватном случае, да, мы родственники. Но я за всех не могу это говорить, конечно. Конкретно в нашем случае мы сошлись во взглядах, во всем, во мнениях. Поэтому да. Но это просто соседние страны. Это не братские народы. Я так считаю. Ты говорила про то, что ты как-то мысленно обратилась к бабушке за помощью. Ты чувствуешь эту связь? Конечно, чувствую, очень. Во-первых, я вообще интересовалась вот эта информация, что мне было известно на тот момент моими Зеленскими, к примеру, дедом-скульптором и так далее, этим гордилась всегда. Но откуда мне взять еще одну часть семьи? А тут вот так вот получилось. У меня вот реально сошелся этот пазл. Сила рода или что-то такое. А я чувствовала это отсутствие, и вот эти 2 года мне нужно было, чтобы вокруг меня что-то построилось. И оно построилось. Это такая сила, я чувствую силу. Да, я тоже это чувствую. У меня лично сошлось, я Маше прислала: Маша, я тут сделала генеалогическое дерево. Ты сделала дерево? Ну, да, вот схематически теперь у меня я теперь спокойна, моя душенька спокойна, наконец-то. Я теперь знаю, кто кому приходится и так далее. Вы гордитесь друг другом? Я очень горжусь. Я смотрю на Милу, да, на ее велосипед, на то, как она печет хлеб из смеси, как она заботится о своем сыне, как она заботится о себе, сколько достоинства в человеке, как Мила выучила язык за год, устроилась на работу, теперь уволилась с работы. Это поступки. Вообще я очень верю в философию поступка по Сартру. И мне кажется, что каждый день человек сталкивается, с самим собой и совершает поступок. Это может быть что угодно. Молчать, например, это тоже поступок. Говорить тоже поступок. Увольняться, выходить на работу. То есть это человек состоит из поступков. И я очень верю в то, что любой подлец в какой-то момент может совершить какой-то хороший поступок. Веришь, неожиданно. Да? Верю. И я знаю такие истории. И какой-то в целом достойный человек, столкнувшись с каким-то страшным выбором в своей жизни, способен совершить гадость. Я, например, не питаю никаких иллюзий. Мне до сих пор легче представить себя в Лужниках под буквой «З» до сих пор вместе с шаманом, чем поверить в то, что со мной сейчас в жизни
происходит то, что со мной происходит. Почему? Потому что я точно знаю, что я бы не смогла быть Августом Ладмейстером, помнишь, который не зиганул? Я бы испугалась. То есть, если бы ты осталась в России, Да. и стоял вопрос, ты продолжаешь там зарабатывать или продолжаешь себя чувствовать так же комфортно, как и чувствовал, но при этом тебе нужно выйти на сцену, допустим, в Лужниках и прославить войну, то ты боишься, что ты бы сломалась? Ну вот, что касается денег, я все-таки надеюсь на себя, я бы справилась. За время эмиграции я все-таки научилась жить и с деньгами, и без, и весело на самом деле и то, и другое. Но сейчас в России репрессии другого характера. Я не уверена, что если бы стали угрожать безопасности моим детям, близким, я бы, конечно, испугалась, я бы все сделала для того, чтобы спасти родных мне людей. Я просто много про это думаю. Хотелось бы верить, что я бы в Москве также бы смело так говорила с тобой, но я сомневаюсь в себе. И я благодарна, что моя жизнь сложилась именно так, как сложилась, и что я сейчас там, где я есть. А ты почему гордишься Машей? Вот сейчас даже я слушаю ее, она честная. Она такая, какая она есть. Она и со мной такая, вот сейчас она такая сидит. Поэтому, конечно, и я вижу, что она многое еще сделает. Я в нее очень верю. И ей верю. Когда я летела, я в тот момент не знала, но это был мой последний самолет по маршруту Россия-Америка. Это было 10 февраля. И со мной было 2 книги. Я в Москве начала читать «Благоволительница» была у меня книга, и вторая книга «Выбор». И я вот первые несколько часов полета все металась. То одну начинала, все мне надо было закончить, то вторую. И все-таки остановилась на «Эгер», «Выбор». Последнее предложение я закончила, когда самолет коснулся земли в Америке. 10 февраля. Через 2 недели началась война. И единственное, что я знала точно, что это вот тот самый момент выбора, когда каждому из нас его придется совершить. Вот иллюзии того, что можно пройти между в этой ситуации. Скип, и быть посерединке или подождать чуть-чуть. Я понимала, что вот это вот мое решение. Либо я возвращаюсь в Россию, либо я остаюсь здесь. И когда мы встретились с Милой, я рассказала про эту книгу, и Мила тоже ее прочла. Да. А ты могла бы объяснить людям, которые обмануты, одурманены, оболванены, любой глагол выбери, российской пропаганды, и которые не верят в то, что вас по-настоящему бомбили, что вы не собирались никуда нападать, и что пострадали люди, которые вообще ничего не замышляли против соседней страны? К сожалению, у меня был опыт общения с моими родственниками из России, которые нам не по этой линии? Нет, не, это с папиной стороны, но неважно. У меня двоюродная сестра там в Подольске. И я ей написала в первые 3 дня просто узнать, говорю: Кать, скажи, пожалуйста, что вам рассказывают? Потому что у меня в городе танки ездят, что говорят в России, что там вообще. На что пришло голосовое сообщение с таким: вы же сами просили убрать Зеленского. Я говорю: кто просил? Ну как? У вас там все плохо.
И у меня было, мы с ней поссорились из-за этого. Я говорю: Катя, ты вообще в своем уме? У меня в ДРГ уже в городе, у нас тогда прям зашли танки, ездили. Меня это так выбесило очень сильно. Я ее заблокировала, я с ней не общаюсь с тех пор. Ты должна поверить своему родному человеку. И кому ты веришь? Телевизору веришь? Или мне, которая с ребенком в подвале? Добрый вечер. Также у меня есть еще один родственник, до сих пор он в Белгороде живет, а Белгород для Харькова это вообще больная боль. И он, живя в нескольких километрах, десятков километров, да, и там просто до сих пор у нас бегают нацисты в Харькове. Я не понимаю, откуда они там взялись. Почему-то вот так. И я потом, пройдя эти этапы общения с родственниками, я просто перестала что-то кому-то доказывать. Я устала сама. Почему я должна это доказывать? Я просто переключилась на себя, на свою жизнь. Мне нужно выживать. Я не буду тратить время на это бессмыслие. Зачем? Мне нужно сейчас стать немножко, стабилизироваться тоже, потому что иначе я погибну тоже. А план у тебя какой? План – жить жизнь дальше. Наконец-то я перестала страдать, наконец-то я обращалась к психологам. Я читала много литературы про синдром выжившего, про эти все вещи. У меня был первое время стыд, что я там как-то кофе пью вкусный, а там кто-то страдает в Харькове условно, да, там. Я поняла, что мне нужно как-то и ребенку дать какую-то, не знаю, на море свозить даже банально. Я стеснялась как будто этого. Да, но почему? Я же работаю для этого, я что-то делаю. Я перестала этого стесняться. То есть я планирую дальше расти, несмотря на то, что происходит. И здесь, находясь в Австрии, я полезнее даже, наверное, чем находилась бы я в Украине. Я имею возможность отправить донат или там еще что-то, маме помочь, маму отправить отдохнуть. Если она, так было, я сделала небольшой подарок, она была в Греции. Я вижу, что у меня получается, и я не хочу останавливаться. Я не хочу ставить на паузу свою жизнь из-за государства, которое решило развязать эту войну. Не хочу. У тебя какой план? У меня нет плана. У меня не было ни дня без того, чтобы я работала и двигалась дальше. Вот и все. Просто двигаться и радоваться. Хотелось бы в какой-то момент в Москву приехать, сыграть этот спектакль. Посмотрим, что будет дальше происходить, сколько там еще ролей хороших русских осталось в Голливуде. Я все их обтяпаю. Выберите, пожалуйста, вместе «Милосердие» или «Справедливость». Давай на раз, два, три. Милосердие. Справедливость. Сейчас пока у меня справедливость. Я все равно сейчас очень нужна справедливость. И только справедливость, и сразу выходит Мила, и сразу милосердие. Ты знаешь, ты, наверное, сказала с точки зрения ситуации в твоей России. стране. Я сказала, да, у меня другое. Понимаешь, да, про что сказала Мила? Я ответила действительно со стороны того, что я хочу, чтобы была справедливость для нас же самих. Свобода или стабильность? Свобода, конечно. Правда или безопасность? Правда. Пусть будет правда. Я просто не смогла бы жить безопасно, не имея правды. Как-то так. Просто у меня перед глазами очень много людей в России. Я тоже об этом сейчас подумала, что скорее всего. И что бы я сейчас ни сказала, для меня правда, потому что так сложилась цепочка событий в моей жизни. Я смогла позволить себе выбрать правду. Родина или истина? Конечно, истина. Да, истина. Чем все закончится? Любовь.
миром. Я очень хочу, чтобы это, скорее всего, закончилось. И чтобы я смогла хотя бы просто приехать домой. Не боясь, что меня убьет ракета, которая прилетит с Российской Федерации. Я не могу пока этого сделать. Мне страшно до сих пор. У меня мама очень бесстрашная. Она там находится. Я не знаю. Я уже даже с ней не спорю. Но и для меня это чисто психологически пока невозможно. Я не готова рисковать. У меня есть ребенок. Я хочу жить для него. Ты тоже хочешь домой, да? В Россию? Нет. Все. Все? Закончилось. Я очень хочу с дедушкой танцевать. Ему 90 лет. В июне. Как мы в Толмачево танцевали. Я очень хочу потанцевать. А в Россию, мне кажется, я больше там не смогу жить. Время пролетело быстро. Тень осталась от меня. Белоснежный призрак. Ни дня горевать не буду. Только забери меня далеко отсюда.